Так как Сейран с Феритом сильно задерживаются, за ними посылают Латиф-бея. Только Ферит хотел рассказать радостную новость, но дед опережает его. Он говорит, что ставит всех в известность, что они с Хатидже приняли решение быть рядом и в скором времени скрепить этот союз узами брака. «С тех пор, как меня не станет, — сказал Халис ага, — Хатидже – мой заместитель и хозяйка дома». «Ах, мой дедушка Лев, — говорит Ферит». Посмеялись и хватит. «У тебя, наверное, давление упало, господин. Нужно срочно позвонить врачу», — сказала Ифакат. «Отойди от меня», — сказал Халис ага. «Но, господин, будь вы в здравом уме, в таком возрасте никогда бы не сделали это», — сказала Ифакат. «При чем тут возраст?» — говорит Хатуч. «Нет, — говорит Архан, — именно так он и делает всю жизнь, думает только о себе. Вам господин сообщил новость, и на этом все», — говорит Хатуч. «Нет, не все, он на моей матери не женился, думаешь, на тебе женится?» — сказала Нукет. «Не заставляй меня говорить о твоей покойной матери, сиди и помалкивай», — сказала Хатидже. «Давайте помягче», — сказал им Ферит. «Ты считаешь нормальным, что здесь происходит?» — говорит Ифакат. «Невестка, ты, похоже, не знаешь своего места», — отвечает ей Ферит. «Это мой дом и моя жизнь. Кто хочет, тот разделит со мной жизнь. А если есть кто против, дверь там», — закричал Халис ага. Хатидже говорит Халису, что не останется здесь до свадьбы. Она говорит, чтобы ее отвезли отсюда точно так же, как и привезли. Сейран смеется, радуется за тетушку. Ферит говорит, что им всем надо это каким-то образом принять. А тем временем на улице Халис ага говорит Сейран, что он забудет все, что она делала до этого. «Ты совершала ошибки, но ты компенсировала их», — говорит дед. «Каждый миг в этом доме в моей памяти», — ответила ему Сейран и поцеловала руку. «Ферит, хотя бы ты над нами не издевайся», — говорит Халис ага. А тот предлагает им всем вместе погулять в парке. Казым чуть не упал, услышав последние новости о том, что господина Акеша настигли люди Карханов. «А вдруг Карханы и со мной сделают точно так же?» – беспокоится Казым. «Скоро тетя вернется, и мы все узнаем», – успокаивает его Эсма. Ферит и Сейран не могут сдержать смех. Сейран говорит, что думает о реакции отца. Ферит включает музыку по случаю и называет Хатуч бабушкой. Затем Ферит включает музыку поспокойнее, и даже Халис ага подпевает. Наконец, они приезжают в парк. Ферит говорит Сейран, что 3 женщины Шанлы оккупировали особняк. «Есть вопросы, которые мы еще не решили», — сказала ему Сейран. Хатуч говорит Халису, что вопрос ее перехода к Карханам должен решиться как положено. «Придешь и попросишь моей руки у Казыма». «Ну не заставляй меня говорить с этим бесчестным», — сказал Халис ага. «Если ты меня принимаешь, то со всей семьей», — говорит Хатуч. Халис соглашается. «Дедушка, ты тут не обижаешь бабушку?» — спрашивает у них Ферит. «Нет», — говорит ага, — «в кратчайшие сроки едем к Казыму просить руки».
«Мы немного поговорим с тетушкой», — сказала Сейран. «Тетя, у отца приступ будет», — сказала Сейран. «Если у отца и приступ будет, то из-за тебя в первую очередь», — ответила Хатуч. «Но я не вижу дом без Ферита. Мы снова хотим попробовать», — говорит Сейран. «Лучше поздно, чем никогда», — сказала Хатуч. Дед признается Фериту, что забыл все традиции. «Я схожу и попрошу твоей руки», — говорит Ферит. «Сделай это», — сказал Халис ага. «Я сделаю все идеально. По традициям», — говорит Ферит и советует деду быть поромантичнее, указывая на ларек со сладкой ватой. Эта Хатуч, наверное, столько лет романтики ждала. А тем временем Суна собирается ехать в дом отца. «Куда ты?» – спрашивает у нее Кая. «К маме», – отвечает Суна. «Но есть еще вопросы, которые мы не решили», – говорит Кая. «Да как же ты не понимаешь, что значит согласие тети? Я всю жизнь мечтала от них избавиться. А теперь еще и Сейран вдобавок вернулась», — сказала Суна. «Женщина, бери трубку!» — злится Суна на мать. И Факат беспокоится, что ага оставит все наследство Шанлы. «Не все, а часть», — поправила ее Гюльгюн. «Я не собираюсь лишаться того, что принадлежит моему сыну», — сказала Нукет. Латиф говорит всем прийти в себя, иначе идти отсюда. А тем временем на кухне Шафика вспоминает прошлое. Она рассказывает, что жена господина Халиса, госпожа Фазилен, была постоянно злая. И теперь она начинает понимать, почему. Потому что Халис ага оставил в Антепе любимую женщину. Ферит просит рассказать деда, как он в первый раз увидел Хатидже. Халис рассказал, как Хатидже зашла в лавку за шоколадом в красивом зеленом платье.